Следующий уровень. Сразу после катсцены зажимаем влево и перепрыгиваем заборчик. Взрываем лазер телом своим. Дальше здесь очень ответственный выстрел из гранатомета. Крайне же желательно убить обоих противников. Я сейчас убил одного. Можно даже засейвиться перед этим выстрелом. Дальше переключаемся на кольт команда, и вот с верхушки вот этого поваленного шкафа мы прыгаем вот на этот шкаф. Можно на 100 FPS, можно, если плохо получается, то понизить FPS, допустим, до 30. Вот есть еще вариант, как-то вот отсюда можно попробовать допрыгнуть, если вам вдруг это так проще. То есть это экономит довольно длинную пробежку вот здесь вот. Ну, вот там вот вокруг. Так, готовимся убивать вот этого противника, вот этого. Если все очень плохо по здоровью и по хилкам, то вот здесь 4 хилки есть. Поднимаемся по лестнице. Последние ступеньки можно так скипнуть. Сейвимся. Вот этого убиваем немножко префайром. Прыгаем вот сюда. Этого достаточно кинуть в станлок. И сразу же стреляем по мини, которую ставит вот этот враг. Давайте еще раз покажу. Этого достаточно не убивать, просто кинуть станлок. Если вы его в станлок не кинете, то есть вероятность того, что он заблочит с собой мину, которую ставит другой противник. А есть еще другой вариант, полегче. Мы встаем просто вот сюда и взрываем мину спокойно. Да, можно будет еще также залутать 2 пейнкиллера с них, если у вас их недостаточно. Ну вот видите, как я и говорил, то есть противник меня заблочил. И было не очень удобно стрелять. Значит, когда падает колонна, на нее быстрее всего вот так вот напрыгнуть. Только не попадите под саму колонну, она убьет вас. Значит, вот здесь стараемся перепрыгнуть так, чтобы не получить тяжелое падение на заборчике. Берем в руки двойные инграмы и бежим вот так вот. Здесь мы обузим немножко вижен противников позади нас. Входим в правую створку вот этой двери и готовимся стрелять префайром. Дальше мы бежим вот сюда. Скип заключается в следующем. Мы прыгаем вот на эту скамейку на 30 FPS. Ну, кстати, даже вот на стаун допрыгнул. Здесь есть такая невидимая стена. Невидимая коллизия. Нам нужно ее перепрыгнуть. Сделать это нужно с зажиманием стрейфа в воздухе на 30 FPS, ну, либо на меньшем значении FPS. Будьте очень аккуратны, когда вы перепрыгиваете эту невидимую стенку, потому что если вы продолжите зажимать значит, кнопки мувмента, то у вас макс просто перелетит и упадет. Здесь нужно быть очень аккуратным. Значит, приземляемся вот сюда. По нам тут стреляет снайпер, но это в принципе не страшно. Значит, самый быстрый способ заключается в том, чтобы вот так вот на прыжке попасть на уголок вот этой колонны. Но я это не делаю, это очень рискованно. Вот. Чуть медленнее способ, но зато гораздо надежнее. Мы делаем фронтальный кувырок. Для этого нам необходимо иметь в руках оружие, которое позволяет делать такой кувырок. Это граната, молотов, снайперка, бита, либо труба. Но лучше всего гранату, потому что нам потом все равно брать гранату в руки. То есть вот так вот я примерно делаю. Да, ну здесь тоже нужно будет засейвиться. Ну, кстати, сейвиться лучше не когда вы перепрыгнули вот эту невидимую стенку, а на скамейке, потому что если вы засейвитесь уже после того, как вы перепрыгнули невидимую стенку, то бывает такая ситуация, что после сейфлоуда вы же какое-то время на месте стоите, и снайпер может вас убить. Так, ну, в общем-то, этот кувырок нужно практиковать все равно, с первого раза он вряд ли получится. Показываю казуальный вариант, если вдруг по какой-то причине вы не хотите делать этот кувырок. 1 FPS для скольжения по лестницам, дальше 100 FPS. Здесь можно убить одного из этих двух противников. И дальше можно либо по пусе просто прокувыркаться. И дальше мы уже бежим вот сюда. Либо можно там попытаться кого-то убить, ну не знаю. Ну, в принципе, можно и вот так вот тоже пройти. Так, собственно, давайте еще раз скип попробую сделать. То есть это мы скипаем прохождение вот одного этажа, грубо говоря. Здесь опять же Unleash FPS для быстрого скольжения. И сразу же переключаемся на 100 FPS, потому что
Нам сейчас нужно будет сделать кувырок вот в этой комнате, чтобы враги по нам не попали. На Unlim FPS Макс здесь прилипнет к полу, то есть кувырок будет маленький очень. Делаем один кувырок и входим вот в эту дверь. Сразу же после катсцены зажимаем влево и бежим вперед. Делаем сейв за этой колонной. Здесь уже можно начать кувыркаться для того, чтобы, ну, просто не воевать с этими противниками. Так, вот мне вот здесь вот не повезло. У меня враги прям в дверях оказались. Нам нужно войти вот сюда, в триггер конца уровня. Здесь нельзя умирать, то есть, когда вы видите фейдаут экрана, я рекомендую продолжать кувыркаться, потому что если вас убьют во время фейдаута экрана, у вас загрузится следующий уровень, но у Макса отнимут все оружие, потому что он как бы умер перед окончанием уровня. Либо, если вдруг вы бегаете со включенным левел-селектором, то у вас оружие не отнимется, у вас наоборот будет все оружие, но это будет видно сразу, то есть это будет нелегитимный ран. То есть вас не должны убить в этом фейдауте экрана, иначе это ГГшечка. Продолжаем кувыркаться в фейдауте экрана. Вот. Можно, наверное, еще попробовать кинуть гранату для того, чтобы избавиться вот от этих врагов. Но видите, все равно вот не получается от них избавиться.